Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 октября. Давайте узнаем, каковы знаки судьбы для первой декады октября. Что будет для вас означать начало месяца октября и что ожидает в будущем. Что прояснится, хочется сказать. Месяц, как октябрь, так и ноябрь, ну, где-то призван для нас, да, наоборот, какую-то путаницу устранять. И вполне вероятно, еще до конца года мы будем с чем-то разбираться. Но вот это прояснение, оно может произойти в любой момент нашей реальности. И с 1 по 10 тут тоже может быть, как и некоторое дежавю, но значит и какие-то вопросы для нас. Может быть, мы что-то завершим или рассмотрим для себя новый альтернативный вариант. Словом, давайте будем узнавать. 3 знака судьбы. Для вас, мои дорогие стрельцы. Астрологически для вас прекрасное время. Давайте узнаем. Не всегда, кстати, прогнозы астрологические совпадают с прогнозами Таро. Первое, второе событие или знак судьбы. В каких сферах жизни вам доведется принимать важное решение. И третий знак судьбы. Может быть, и действие или какую-то ситуацию нам отпишут карты. Что прояснится, если мы спросили, что прояснится для стрельцов с 1 по 10 октября? Что уйдет? Ну, может быть, вы что-то завершите, а что придет взамен? И по основным сферам жизни: любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Сфера финансов. Дела, работа, бизнес, у кого-то согласование, документы, у кого-то учеба. Итак, первый знак судьбы – умеренность. А вы знаете, в принципе, тут все идет своим чередом. Ну, может быть, быть более внимательному к некоторым вопросам, которые сколько ты не педалируй или не ускоряй. Может быть, и есть желание быстрее с чем-то разобраться, но нет. Старший аркан говорит, что для тебя, стрелец, с 1 по 10 какая-то более спокойная траектория. И это неплохо, все идет своим чередом, я бы сказала. И более того, как будто ангел присматривает за вами. Есть такое значение по аркану умеренность. Тут именно, ну, как по замыслу Творца все идет. Поэтому тут будут, с одной стороны, поскольку старший аркан, оказывать влияние как люди в вашем окружении или, может быть, какое-то взаимодействие с конкретным человеком, но прежде чем, к примеру, он не определится окончательно, тут вряд ли что-то убыстришь. А у кого-то это может быть связано, как я говорю, с регламентом. Например, какие-то документы мы подаем, что-то оформляем, разузнаем, как правильно сделать. Но вот эту траекторию, которая будет связана либо с чиновниками, или с какими-то консультациями, или пусть даже вопросы работы. Ну, тут тоже мы что-то не убыстрим, поэтому и себя не надо подгонять, муштровать, это точно. Второй знак судьбы. Да тут у вас все доброе придет тогда, когда надо. Вот правда. Посмотрите, туз пентаклей. И это ведь у нас колода 78 дверей. Принципиальное значение – открытые двери или закрытые. И в старшем аркане умеренности не откроются эти двери, прежде чем мы, вот как эта девушка, наберем кувшины. То есть какое-то время нам необходимо ждать. А по тузу пентаклей все двери закрыты. Но самое главное – ключи в ваших руках. И вы сами будете определять, кому открыть эту дверь, кому закрыть. Всегда это возможности. Или как само по себе, как знак судьбы, может быть, это вы получаете какой-то документ. Туз пентаклей, безусловно, это возможности. Но у кого-то это будет связано с важной бумагой, например. У кого-то это правда. Может быть известие, новость, может быть и в средствах массовой информации. А на вас каким-то образом это влияет. Ну, вы, наверное, мои дорогие стрельцы, вот как эта милая женщина, которая улыбается нам с карты, у нее все под контролем, она знает, что делает, или наоборот, если не делает, а она вот сидит и отдыхает, как бы, да, но она, тем не менее, контролирует. Все в ее руках. Судьба в ее руках. И, по сути дела, ваша судьба в ваших руках. Но аркан стабильности. О, дважды, трижды, даже не знаю сколько раз, поскольку у вас выпадает аркан императрицы. Императрица – это символ нового «я».
Дверь приоткрыта. Обратите внимание. Но так хочется, так желается императрице. Она не открывает ее очень широко, видимо, требует дела именно такого подхода. Но и это она сама распоряжается своей жизнью. Вот у вас могут быть вопросы, безусловно, которые касаются вашего статуса. Это как знак судьбы. И опять же, старший аркан. У кого-то вопросы статуса через работу, у кого-то через личную жизнь. Мои дорогие девочки, ну, может быть, вы иногда такое карта говорит, это как ожидание ребенка, да? Ну, соответственно, возрасту, желаниям, целям перекладываете на себя, потому что понятно, что это не для всех. Но иногда это свидетельство, что, ну, как подготовка к материнству или к рождению малыша, вы можете в связи с этим обустраивать свой дом, свой быт, готовиться, то есть какие-то вопросы решать и уделить внимание собственному здоровью. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Это может быть кто угодно, у кого-то и любимая женщина, у кого-то это мама или руководитель, ну, кто-то из родственников. Вполне вероятно, это такая особа очень и деятельная, и надежная. Вам хочется с этим человеком контактировать, строить, ну, на последующий период времени планы уже. Или наоборот, если все же мы все разные, хотя ни одна карта об этом не говорит, но я могу допустить. Ведь у кого-то личная история, увы, ну, подходит к концу. Есть и такие, безусловно. Но это все равно уже тогда переложите на себя эту карту. Мы все же по полу не рассматриваем. Это карта ресурсного человека, мои дорогие. Вот вы сейчас ресурсны. Но тогда, хоть и вы и мужчины, да, у нас императрица. Это более добрые энергии. И это где-то готовность к компромиссу. Но почему? Это не сам по себе компромисс, потому что кому-то это выгодно. Нет, это именно уже интересно и выгодно вам. Мы сказали, карта вашего нового «я». И поэтому тут сама по себе, знаете, как высший пилотаж дипломатии, который будет вам помогать. Ну, вот такой вот знак судьбы. Вам, правда, лучше куда-то не торопиться. Может быть, даже банально по какой-то информации найти, ну, такую дополнительную, может быть, сведения, опять же, информацию, навести какие-то справки, прояснить тот или иной вопрос. Этим самым вы где-то укрепляете свое положение. Вот все то, что на укрепление, на благополучие, на творчество, на создание, на большие заработки, кстати. Ну и где-то самоконтроль и вообще контроль всего, что вокруг вас происходит. Для вас это важно, но все, посмотрите, все 3 карты, как 3 знака судьбы, очень добрые. Это прекрасное время, как и начинать какие-то проекты, развивать, продолжать, рассматривать разные предложения, если таковые поступают. Ну и для дома, для семьи это тоже прекрасные карты. Давайте узнаем, так что ж там прояснится. Смотрите-ка, 2 туза пентаклей. Тут не одна может быть новость, а новости предложения. Или новость и ваше решение, такое тоже идет по этой карте. Это, знаете, само по себе благополучие. Но очень часто еще туз пентаклей– это как зернышко, которое мы посадим в землю, а потом мы будем за ним ухаживать, но и оно нам даст прекрасные плоды. Вырастим денежное дерево из зернышка, иными словами. Вот по части денег явно могут быть прояснения. Или сама по себе информация какая-то по какому-либо вопросу. У кого-то это будет дом, у кого-то статус по работе, у кого-то статус в личной жизни. Может быть, после этого вы тоже с чем-то будете определяться. Но самое главное, все то, что тут проясняется, для вас это бонусы и плюсы. Очень добрая карта, которая больше материальная все-таки, потому что пентакли. Значит, это не просто что-то эфемерное, а конкретное по делу или для денег. Может быть и так. Что уйдет? Что уйдет у стрельцов? Король чаш. Ну, может быть, это и конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Или человек, который имеет там асцендент или даже по луне. Ну, я редко привязываю это дело к гороскопам. Это часто, что уйдет, какой-то вопрос вы можете решить, к примеру, с одним из своих родственников. Может быть, как раз родственник где-то там и по гороскопам и совпадает со знаком зодиака стихии воды.
Вообще вы можете точно так же, ведь часто по этой карте проходят наши близкие, буквально супруги. И не важно, что у нас король. Но вообще король – это тот, кто готов делиться, именно король кубков. Это щедрый человек, который готов проявить заботу, участие. Я тут, знаете, тут так, 50 на 50. К примеру, это вы могли до этого времени постоянно кому-то помогать. А тут вы это пересмотрите и скажете нет. Тут у меня есть свои какие-то приоритеты и более важные вопросы. Может быть, это вы решаете какую-то тему с кем-то из близких, из родственников, может быть, и с друзьями. Я могу такое предположить. Да, вот есть конкретный человек. Но, значит, вы можете подвести к какому-то итогу, ну, просто в этом деле поставить точку. Но, может быть, у вас много таких проектов, поэтому тут у кого-то это будет действительно семья или вопросы семьи, или пары, или родственников, да, а у кого-то это будет касаться конкретного дела с конкретным человеком, который надежный человек, может быть и так. Возможно, это ваш друг, и есть какие-то общие сферы и интересов. Но, как минимум, значит, один вопрос вы сумеете решить. Одним словом, вы чем-то останетесь довольны, это точно. Но еще бы. Что придет взамен? Посмотрите, карта мага. У вас сильная позиция, мои дорогие стрельцы. Планетарно также я говорила. Но помните, маг великий практик. Это не про магию, это не про волшебство. Все стихии, мы говорим, в руках у мага, поэтому вам как-то, знаете, с одной стороны это возможность, а с другой ответственность. Не упустить этот благополучный период. Куда-то, может быть, и не торопиться, пока найдете достоверную информацию, или когда вы окончательно определитесь о своем участии или, наоборот, неучастии, или какое-то дело тоже будете продолжать, в каком ключе, или как, насколько вы готовы сами углубиться в решение того или иного вопроса. Ну, наверное, опять же, старший аркан. Здесь соединяются и люди, которые извне, и одновременно обстоятельства какие-то. Но у вас возможности в руках. И поэтому что придет взамен? Неограниченные возможности. Но ваша задача увидеть, может быть, альтернативные возможности совсем не тем путем, как вы это предполагали, и не таким образом, как вы бы этого ожидали. И это будет важно не упустить. Но у вас для этого достаточно и сил, и умений, и интуиции, мои дорогие. Вообще прекрасные возможности. И тут в основном, конечно, карта мага – это у нас дела, работа, бизнес, откуда приходят деньги или что-то такое высокодуховное. Может быть, это связано у кого-то даже с поездками, переездами, перемещениями. Или это будет связано с каким-нибудь трудом, научным трудом. Я это тоже могу допустить. Но опять же, нет ничего невозможного. Давайте узнаем. Личная жизнь. Личная жизнь. Выпадает 13-й аркан. Ну, тут, знаете, конечно, двояко. У кого-то эта карта будет означать, были предыдущие отношения, и была, может быть, какая-то коллизия, были споры, или у кого-то, наоборот, была сложная ситуация, которая уже завершилась. Но вы-то о ней думаете. Сама по себе ситуация в виде эмоций продолжает жить в вашем сознании. И пока вы не завершите, словно не выздоровеете от этого, может быть, кто-то как раз по этой причине и сейчас один или одна. Ну, значит, даже ментально нужно отпускать людей, которым, ну, не получается по разным причинам продолжить именно какую-то траекторию вместе, вдвоем на последующий период времени. Мы должны что-то подвести к финалу. По сути, это уже окончание, оно было, но это пока живет еще в нашей памяти и в нашем сознании. Я, конечно, допускаю точно так же у кого-то, может быть, и правда ситуация в судах, хотя ни одна карта об этом не говорит. Но, может быть, даже это состоялось какое-то решение, опять же, но не все вопросы еще как бы подведены к знаменателю. Может быть, еще предстоят какие-то обсуждения или важные диалоги, искренние разговоры. Вот тогда не останавливайте себя в том плане, чтобы именно проговорить.
Понятно, тут мы не настаиваем. Мы тут ищем максимальную возможность для того, чтобы договориться, понимаете? Вот здесь, как мы отпускаем, да, отпускаем буквально людей или отпускаем вот ситуации, которые мы не можем изменить. Мы прощаемся, по сути дела, с прошлым. Для тех, кто в паре, у кого все хорошо, вот нам сказали, тут полный контроль у вас. Но, может быть, какое-то известие. Или пусть вы получаете, к примеру, да, документ, вы что-то оформляете, и ваше, это касается именно личной жизни, дома, или с кем-то, это как взаимодействие с родственниками, опять же, повторяюсь, с друзьями, ну, может быть, и далекие родственники, у кого-то взрослые дети, тут самые разные житейские ситуации. Значит, мы это приводим, ну, к какой-то долженствующей точке, и мы больше не думаем об этом. И это, наверное, очень хорошо, потому что когда мы заново и заново, ну, даже ментально обдумываем какую-то ситуацию, которая завершилась, и она уже не повторится, мы себя как будто, ну, внутренне тоже с таким элементом разрушения. Почему? Потому что тут наоборот, надо уже окончательно проститься, и чтобы вот это прошлое уступило место чему-то новому. Ведь всегда это аркан трансформации, мои дорогие. Трансформация подразумевает, что мы с прошлым прощаемся, оставляем именно прошлое в прошлом и уже делаем следующий шаг вперед. Вот у каждого тут что-то свое. Давайте посмотрим финансовая ситуация. Опять же, нам говорят, вот где-то энергетика императрицы, королева Пентаклей очень похожа. Знаете, посмотрите, добрые очень карты. У кого-то может быть и такая история, когда прежний, ну, может быть, был брак, но еще не все точки над «и» расставлены. А у вас новый партнер, или вы бы хотели, может быть, было знакомство, состоялось, и вы бы хотели, ну, как минимум, быть вместе с этим человеком, может быть, и не прятаться даже. Я вот такое могу допустить, потому что надоело. 13-й аркан иногда об этом говорит, что именно нам надоела какая-то ситуация. Поэтому нам и проще оставить это прошлое в прошлом. А королева Пентакли будет говорить о надежном человеке. Причем этот человек надежен как и в финансовых вопросах. Это тот, который, ну, не действует так. 3 пишем, 2 в уме. Может быть, это в принципе олицетворение карта того человека, который умеет сказку сделать былью. Ведь королева Пентаклей сама на себя рассчитывает. Она никогда не надеется на помощь извне. И она готова преодолевать, где-то терпеть напряжение, потому что вот если поставила перед собой цель, она к ней придет. Поэтому эта карта как ознаменует доброе как бы продолжение с таким благополучным завершением, как и творческие проекты, как и деловую сферу, умение заработать деньги. Может, вы будете просто в этих энергиях. Вот в таких неспешных, неторопливых. Она никуда не торопится, королева Пентаклей. Мы ведь смотрим архетип карты, правда? Поэтому вот архетип, он как раз говорит об этом, что когда ты надеешься сам на себя, так у тебя и помех как будто со стороны меньше. Ну, правда, никто не дает советов, а если кто-то и дает, то это и не важно, правда? Мы имеем свой план, идем к цели, и у нас получается вот так. Пусть даже в спокойных энергиях. У вас правило как будто будет работать. Как и дипломатия вам помогает, так и где-то тише едешь, дальше будешь. Ну, правда, мои дорогие, не торопитесь куда-то. Ну, вообще шикарно. Вот вам работа, бизнес, достижения, новые проекты. А новые проекты по аркану Солнца запросто могут быть. А еще вверху и карта мага. Ведь, по сути, это выбор правильного направления и ваша активность на последующие 6-8 месяцев. Планетарно тоже. Могу сказать 6-8, даже 8 месяцев последующих. Это, знаете, как основа основ может стать. И одновременно элемент перезагрузки. И, видимо, вот эти 6-8 месяцев последующие для вас очень важно. Для того, чтобы начать какой-то проект или правильно продолжить. Установить договоренности с людьми надежными. Вот вам, кстати, про образ королевы Пентаклей. У вас по деньгам не должно быть, знаете, такой какой-то плавающей, непонятной ситуации. Стало быть, проясняйте все на берегу. И даже если вы с кем-то договариваетесь или подписываете некоторые бумаги,
Тут и просчитать будет не лишним, тут и задать вопросы. Не додумывать самому, а что ж там будет? Нет, тут должно быть все на берегу просчитано и оговорено. И для вас это тоже элемент стабильности, причем для вас же и очень важный, потому что впереди, посмотрите, будущее. Совсем скоро у вас, может быть, произойдут такие события, все-таки старший аркан. Тут как будто вас судьба будет вести к успеху. И когда судьба ведет к успеху, хочется сразу сказать, это тоже может отличаться от нашего первоначального плана. Планы придется корректировать, может быть, быстро куда-то собраться и поехать в последующем. Не с 1 по 10. И поэтому откликнуться, может быть, тоже на что-то придется. Или что-то изучать, кстати. Перестраивать себя, перестраивать свое отношение к жизни, к миру и даже мировоззрение, мои дорогие. Все-таки аркан Солнца. И при этом быть лояльным. Иногда Солнце – аркан эго. Так вот, если мы, где-то не причешем наше эго, тогда сложнее нам получится взаимодействовать с людьми и решать вопросы. Маг никогда ни с кем не спорит. Он ищет постоянно методы. Один метод не сработал, окей, сейчас я новый придумаю. Вот у вас какая-то на 6-8 месяцев подобная стратегия и тактика. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы, солнечные люди, оптимисты. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.